Мы рады в день международной солидарности трудящихся всех стран провести наш обзор, как себя чувствуют наши сделки, заодно показать, как мы анализируем для того, чтобы входить в этот рынок и каким образом зарабатываем. А впоследствии, наверное, будем еще рассказывать и как сберечь и приумножить доход, который мы получаем от торговли на фьючерсах на криптовалютном рынке. И сразу перейдем к графику. Хочу поделиться, что у нас получилось. Вчера мы обсуждали сделку на линке. И вот что показывает нам наш дорогой и любимый TradingView. Опять, как всегда, не удержался и вошел в сделку вот в районе 4.32. И смог досидеть только до 15.30 сегодняшнего дня, сделав при этом 20%, 0,24 цента к своему депозиту. И вышел вот в этой точке, потому что монета начала критически падать. Тут у меня был стоп пододвинутый. Да, раньше стоп я выставлял вот за эту линию 14 и 14, а потом пододвинул для того, чтобы уже закрепить, как говорится, прибыль. Ну, как сказал сегодня один мой знакомый, синица в руке. Есть некая определенная неопределенность на рынке сейчас. Очень интересно, что негативные новости вызывают рост рынка, хотя еще год назад негативные новости его обрушивали. Все по-новому с приходом Трампа к его правлению. И, надо привыкать к современным реалиям, хотя, поскольку у нас есть понятные уровни, скорее всего, через определенные выносы, через какие-то там проторговки, по сути, поскольку есть правило, что цена ходит от уровня к уровню, от ликвидности к ликвидности, это правило остается независимо от того, кто управляет рынком. Вопрос только, какие манипуляции производят для того, чтобы высадить лишних пассажиров, зная тенденцию передвигать стопы. Да, я тоже этим страдаю, нам надо это проработать психологически. Но, тем не менее, я рад, что у тебя сделка закрылась в плюс. И, это говорит о том, что у нас динамика, насколько я понимаю, положительная. Когда беру ставочку на 10 USDT, получается, с седьмым плечом я рискую долларом 10 центами. Да? Ну и, соответственно, если выставлять правильно стоп, то еще риск уменьшается. И на сегодняшний день за вот 28 сделок у меня получается, так как в начале были несколько сгенерировано убытков, то и не было такой хорошей системы и общения с тобой, дорогой робот, сгенерировалось 10 центов сейчас я в убытке. Ты же пришел к выводу, что входить нужно тогда, когда есть понятные точки входа и понятные уровни. И тогда понятно, почему тебя, скажем, вынесет по стопу, как это называется, либо почему ты получишь прибыль. Но когда спонтанные вот эти входы, то, вероятнее всего, ты, во-первых, не знаешь, докуда тебе сидеть, что тебе угрожает, и, скажем так, неоправданные риски, они еще и психологически не полезны, потому что потом хочется отыграться, или же не хочется вообще входить какое-то время, и какой-то момент мы, наверное, проведем даже встречу по просьбам, да, когда они будут, наших зрителей, блок психологии, рассмотрим, какие бывают ловушки, в каких лично я бывал, и думаю, что и тебе есть что рассказать, своих знакомых, какие попадают, и очень тяжело потом выйти из этой психологической зависимости. И поэтому лучше, когда ты понимаешь, что делаешь, тогда знаешь, почему это так произошло, и, не надо отыгрываться, потому что, как правило, это все приводит, ни к чему хорошему, как минимум, это не приводит. Вот такой вот прогноз, что цена пойдет дальше вверх до следующего уровня, и я бы выставил заход или лимитный ордер на 14.77,3 со стопом 14.68,5 и дождался бы цены. Это как раз входит в наш стратегический план 1 к 3, 15.137. Не вижу причин в том, чтобы так не произошло, за исключением, что, да, можно было не выходить из сделки, и оставаться, и получить полноценную прибыль. Но это твой выбор, поэтому я не против. Тогда так и сделаю, выставлю ордер, и потом завтра уже посмотрим, что из этого получилось. Начал работать по пути поиска волатильных монет, да, чтобы ловить достаточно сильные движения. У меня была теория, что мы оттолкнемся от верхней границы вот этой базы и пойдем вниз, но было подозрение, что мы пробьем и пойдем выше. Поэтому я разбил свой вход на две части. Частью я вошел вот здесь, второй частью я вошел уже вот здесь. И средняя цена у меня получилась вот здесь. Если это взять и прорисовать технически, то вот такая примерно у меня получилась сделка. Я не буду в ней засиживаться долго.
но уже сейчас у меня 30% или 33 где-то процента прибыли есть. Попробую ее до середины понаблюдать и, скорее всего, буду ожидать ее, конечно, вот сюда. То, что, как ты сказал, попадает в рамки нашего риск-менеджмента, да, соотношение риск-прибыли здесь 1 к 3, и это все хорошо. Но в то же время стоп я переставлю, когда мы пройдем вот эту вот границу, вот этой вот консолидации, пробьем ее снизу, подтвердим, тогда будет у меня стоп переставлен где-то вот сюда на 1,215. Это что касается этой сделки, я в ней, у меня сейчас порядка 30% уже есть прибыли, и поделюсь уже магиком, который мы постоянно рассматривали. Была у меня сегодня прорисовка вот этой вот консолидации, которую я хотел отторговать снизу вверх, и, уже, наверное, интуиция есть у меня. Вот здесь я хотел войти, но начал сомневаться, потому что уж слишком красивая консолидация, это, во-первых, а во-вторых, хотя глобально у нас тренд лонговый, но локально эта консолидация была прорисована после отката, смены тренда вот в этом месте, да, и мы ее рисуем под уровнем смены тренда. И я не зашел в лонг и решил подождать, понаблюдать. И сейчас ситуация такая, что, как минимум один раз мы попробовали подтвердить снизу, да, был еще один пробой, попытка захода обратно в эту историю, и сейчас я наблюдаю дальше, мы ушли ниже, и если вот этот минимум подтвердится снизу, то я буду думать, что мы будем возвращаться где-то вот в эту зону. И поскольку у нас глобально идет тренд восходящий в этом моменте, если брать совсем глобально, то там у нас есть понятие нисходящего, но есть у нас границы вот эти моего сходящегося флага, вымпела, да, и они уже поменялись с начала нашего обзора ведения. Но я думаю, что снова актуальна будет вот эта сделка, скорее всего, и вероятнее всего повторится вот эта история опять отскока вот от этой линии. Буду ожидать. Вот такие планы у меня по матику. Ну и традиционно можем пробежаться по биткоину. Он у нас сегодня подрос. Взглянем на него, какие возможные развития событий. У нас завтра пятница. Вот так он на 15-минутке выглядит. Да, существенно видно рост его. И перейдем на более глобальное. Что у меня... Если помнишь, я говорил, что когда мы над 95,3 закрепимся, да, что у нас вот над этой синей линией уже достаточно высоко мы поднялись, есть понятные уровни, здесь вот свинг-зона вот этого накопления, как раз-таки у нас сейчас мы над нею пытаемся закрепиться. Что меня радует, мы распилили этот зеленый уровень, но мы сейчас выше его, это для меня положительный результат. Если это не ложный выход, мне кажется, что вряд ли он ложный, то, возможно, мы и не будем развиваться по вот этому сценарию. А возможно, это мы дорисовываем еще вот эту петлю. И тогда у нас, помнишь, да, мы рассматривали поход. Если история повторится из прошлого, это, по-моему, у меня прорисовка 2021 года, то тогда мы еще сходим чуток ниже, и уже потом будет действительный положительный такой момент. Вот это ожидаю. Сейчас вновь у нас история с волатильностью подошла к тому моменту, от которого она всегда выпрыгивает вверх. И, как я уже неоднократно говорил на обзорах, что волатильность – это не значит, что у нас начнет расти цена, а это значит, она начнет активно колебаться. И в какую сторону она начнет активно идти, мы не знаем. В моменте на бирже ЦМЕ вот сейчас у нас торговля выше, нежели на биржах криптовалютных, и здесь у нас 97,7, да, 97 750. У нас такая знаковая здесь зона, пройдя которую я буду уже считать, что он ломали никакой тренд, и будем закрепляться уже выше. Но это на бирже ЦМЕ. А криптовалютная иногда догоняет, а иногда, как правило, возвращает значение на ЦМЕ, и будем смотреть, как закроются завтрашние торги на ЦМЕ. И встретимся уже завтра. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте свои комментарии, задавайте вопросы. Нам очень интересно, какие у вас вопросы появляются, а мы их будем освещать.